Всем привет! Сегодня хочу поделиться своим рецептом просто сказочно вкусного лукового хлеба. Но, конечно, при желании его можно сделать и не луковым. Сам хлеб получается очень мягким, пышным, ароматным. Он абсолютно не черствеет. Мы его спокойно кушаем неделю, и он остается таким же мягким и вкусным, как и в первый день выпечки. Готовится он абсолютно несложно. Главное, строго следуйте рецепту и рекомендациям, и у вас обязательно получится такой же мягкий, вкусный и ароматный хлебушек, как и у меня. В миску наливаем 250 мл теплой воды. Для воды и для молока граммы равны миллилитрам. Мне проще отмерять на весах. Вода должна быть именно теплой, не горячей и не холодной. Просто можете окунуть пальчик, ему должно быть тепло. Добавляем 2 чайные ложки меда. С медом хлеб остается свежим и не черствеет, наверное, больше даже недели. Мы его кушали неделю, и он до сих пор оставался мягким и пышным. Поэтому я сейчас готовлю хлеб только на меду. Если хотите, заменяйте на сахар. 2 чайные ложки меда – это 25 грамм. Добавляем 17 грамм свежих дрожжей. Если хотите, можете использовать сухие. Их понадобится в 3 раза меньше, то есть 6 грамм. Хорошо все перемешиваем до растворения. Если в своих дрожжах вы не уверены, тогда прикройте эту смесь сверху и оставьте на минут 10, чтобы сверху появилась пенная шапочка. Если реакция пройдет, значит дрожжи хорошие, можно дальше замешивать тесто. Если никакой реакции не будет, значит дрожжи плохие, можете их выбрасывать и покупать новые. В своих дрожжах я уверена, поэтому проверять их не буду. Далее добавляем соль. Я люблю, когда хлеб немного соленый, поэтому добавляю 1,5 чайные ложки. Если хотите, чтобы он был более нейтральным, тогда добавляйте 1 чайную ложку. Далее вливаем 30 грамм растительного масла без запаха. Если хотите, можете его заменить на растопленное сливочное. 30 грамм это где-то 2-3 столовые ложки. Еще раз немного все перемешаем. Постепенно добавляем просеянную муку и замешиваем тесто. Муку добавляйте постепенно, так как у всех производителей она абсолютно разная и способна впитать различное количество жидкости. Поэтому добавляйте постепенно и смотрите на консистенцию. В итоге должно получиться очень мягкое, гладкое, однородное тесто. У меня обычно для такой консистенции уходит ровно 450 грамм муки. Такое хлебное тесто абсолютно несложно вымешивать, поэтому можете замешивать его и вручную, и в комбайне. Как вымешивать подобное тесто руками я вам уже показывала, ссылку оставлю под видео, посмотрите, если интересно. На замес теста у меня уходит около 8-10 минут. Должно получиться вот такое очень мягкое, почти не липнущее к рукам тесто. Если вымешивать в машинке, то оно вообще практически не липнет, я бы сказала. Но если будете вымешивать вручную, то тогда оставьте его таким чуть более приставучим и липковатым, чтобы хлебушек был очень мягким и пышным. Тесто получается вот такой консистенции. Оно очень мягкое, но хорошо держит форму и не расплывается вот по миске. Сейчас можно этот хлеб сразу же выпекать, но так как я хочу вам показать луковый хлеб, сейчас тесто нужно прикрыть сверху и оставить на то время, пока мы будем подготавливать лук. Конечно, вы можете сократить время и заранее обжарить и подготовить лук, но я делаю именно в такой последовательности, потому что чем лучше будет вымешано тесто, тем меньше будет крошиться хлеб. Вот если готовить как я, то хлеб абсолютно не крошится от слова совсем. Плюс за это время тесто немножко подрастет, дрожжи лучше начнут работать, и основная расстойка займет меньше времени. Миску я оставляю просто на столе, в теплое место ставить не нужно. Здесь у меня 2 средние луковицы, они общим весом примерно 200 грамм. Этого будет достаточно, будет хороший аромат и привкус лука. Нарезаем лук, можно кубиками, можно полосками, как вам захочется. Здесь у меня разогревается 2 столовые ложки растительного масла. Выкладываем лук и обжариваем до золотистого цвета. Лук я обжариваю до такого хорошего золотистого цвета, чтобы в нем осталось поменьше влаги. В конце его можно немножко присолить, чтобы он не был безвкусным. Лук я перекладываю в другую тарелку, чтобы он чуть-чуть остыл и не был горячим. Буквально пару минут подождем и будем добавлять в тесто. Тесто как раз немного подошло.
Добавляем к нему теплый лук. И так как лук это жидкость, нужно добавить немного муки. На такие 2 средние луковицы у меня обычно уходит еще 80 грамм. Добавьте сразу 50 и далее смотрите на консистенцию. То есть в сумме на весь хлеб у меня уходит около 530 грамм муки. 450 я добавляю сразу и потом еще подсыпаю 80 грамм вместе с луком. И теперь еще раз вымешиваем тесто около 5-6 минут, чтобы лук и мука хорошо вмешались в тесто. Должно получиться такое же по консистенции теста, как и в первый раз. Оно вот приставучее, может совсем немножко липкость осталась, но оно очень такое мягкое и живое. Не забивайте его мукой, чтобы хлебушек получился очень воздушным. Подкатываем тесто в шарик и перекладываем в миску, смазанную растительным маслом. Вот видите, тесто хорошо держит форму и не расплывается. Каким я его положила, такое оно и остается. Прикрываем сверху и оставляем на расстойку в теплом месте до увеличения минимум в 2 раза. Тесто подходит очень быстро, буквально минут 30-40. Если будет не очень тепло, то может подниматься и часик. Главное, чтобы оно увеличилось минимум в 2 раза. Вот смотрите, тесто хорошо подошло. Все пузырчатое и воздушное стало. Здесь я подготовила обычный стандартный противень и застелила его кусочком пергамента. На рабочую поверхность высыпаем пару ложек муки. Растягиваем тесто в прямоугольный пласт, либо в квадрат. И складываем конвертом. Лишнюю муку убирайте, она не нужна. Края можно поджать. Эту муку убираем. Теперь выбираем более красивую сторону. У меня будет вот это. И собираем края в мешочек. Вот так округляем. Хорошо защипываем. Сверху поверхность должна быть очень хорошо натянута, чтобы наш хлебушек хорошо держал форму. Вот так округляем, округляем. И потом защипываем края. Если тесто липнет, просто чуть-чуть мукой припыляйте, и оно уже липнуть не будет. Получается вот такой кругленький хлебушек. Сейчас он маленький, но потом станет большой. Перекладываем хлеб на противень. Делаем кругленьким. И теперь миску, где растаивалось тесто, хорошо присыпаем мукой. Накрываем хлеб сверху и оставляем на расстойку еще на минут 20. 20 минут прошло, хлеб хорошо подошел. Снимаем мисочку. Вот именно для этого я миску использую. Он поднимается по стеночкам, и благодаря муке он не прилипает, и таким вот ровненьким и пухленьким получается. У меня духовка разогревается около 10-15 минут, поэтому сейчас я оставляю уже подходить хлеб, пока разогреется до конца духовка, уже без миски. Просто прикрываю полотенцем. Духовку я включила разогреваться на 210 градусов. Духовка у меня разогрелась, и хлебушек еще лучше подошел. По желанию вы можете сделать небольшой надрез, где-то 2-3 мм. Тогда хлебушек чуть-чуть разъедется по сторонам и будет немножко пониже. Я сегодня хочу, чтобы он был более высокий, поэтому надрез делать не буду. Хлеб выпекается при температуре 210 градусов, ориентировочно 25 минут. Через 15 минут я его обычно прикрываю фольгой, чтобы верх не слишком сильно зарумянивался. Если хотите, чтобы корочка была сверху потолще, тогда нужно печь с водой. Как это делать, я вам уже показывала, ссылку тоже оставлю в описании под видео. Я хочу, чтобы корочка была блестящей, поэтому спрыскиваю перед выпечкой хлеб водой. Если хотите, чтобы сверху оставалась мука, тогда вода не нужна. Я пеку на уровне чуть ниже среднего, режим выпечки, как обычно, вверх-вниз, без конвекции. Хлебушек готов, как я уже сказала, он у меня печется 25 минут. Готовность все равно обязательно проверяйте деревянной палочкой, она должна выходить полностью сухой, без остатков мокрого теста. И, как я уже сказала, последние 10 минут я пеку под фольгой, чтобы верх не слишком сильно зарумянивался. Пока что корочка еще такая хрустящая, но когда он остынет, корочка станет более мягкая. И еще хотела сказать про один нюанс. Если не разрезать хлеб сверху, то тогда
снизу вот появляется такой небольшой надрыв, но зато хлеб получается более высоким. Если хотите, чтобы он был полностью ровненьким, тогда делайте небольшой надрез. Я вставлю видео с нашей прошлой съемки, я уже готовила такой хлеб и делала сверху надрез. Он получился полностью ровным, но чуть пониже. На этом видео я пекла свой первый такой луковый хлеб, и он мне сразу настолько понравился, что мы даже записали маленький кусочек видео. Здесь он еще теплый, но, как видите, он очень воздушный, мягкий и пышный. Как я уже сказала, мы его ели, наверное, неделю, и он так и оставался таким же мягким, как и в первый день выпечки. Это я вам точно могу гарантировать. А это уже наш сегодняшний хлебушек. Как видите, он тоже такой же. Мягкий и пышный. Конечно же, я не буду говорить, насколько классно он пахнет луком. В общем, все любители лука точно оценят его вкус и аромат. Ну, конечно, можно готовить и без лука, как я уже говорила, просто добавив 450 грамм муки, как мы делали в самом начале, и будет обычный светлый хлебушек. Но я вам всем настоятельно рекомендую попробовать именно такой луковый вариант, потому что это просто чудесный хлеб. Получается такая довольно увесистая буханочка весом около 900 грамм. Я его храню в обычном пакете, просто завязываю узелок, чтобы он не подсыхал. И он прекрасно хранится и остается таким же мягким. К супу или на бутерброд, или просто так. Мы когда даже первый раз его приготовили, просто так сидели и кушали, потому что действительно получается очень вкусно. Очень надеюсь, что мой рецепт вам понравится. Обязательно готовьте, пробуйте и делитесь своими отзывами в комментариях. На сегодня мы с вами прощаемся. Желаем удачной выпечки и приятного аппетита!